Друзья, всем привет! С вами я, Максим, и вы на канале Мотомаксимус. Сегодня у нас видео необычное, вот в таком формате. Несмотря на то, что это обзор, он у нас не в гараже, он у нас на дороге. Ну, собственно, весна как бы, да? Уже положено снимать обзоры на свежем воздухе. Хотя весна у нас очень и очень странная. Сегодня у нас на обзоре вот это новое ветровое стекло. Сделанное частично в моем гараже, частично заказанное с Алиэкспресс. Ну, сейчас я вам все по порядку расскажу. Несмотря на вот такую невзрачную погоду, решил я поехать на работу на мотоцикле. Ну, во-первых, весна, уже хочется. А во-вторых, буквально вчера вечером закончил установку вот этого нового ветрового стекла. Те, кто давно уже смотрят мои видео, вы видели, что до этого у меня стояло немножечко другое стекло. Сейчас расскажу по порядку, почему я решил поменять вот на это. В общем, ну давайте начнем с того, что этот мотоцикл у меня в руках с 2011 года. И когда я купил его у дилера в 2011 году, с ним шло, ну, совсем такое куценькое оригинальное стекло на супертенере. Все, кто покупал его новый или без тюнингового стекла, вы знаете, как оно выглядит. Да, в принципе, я вам сейчас его и покажу. Вот, соответственно, этой ветрозащиты мне, понятное дело, не хватало. И тогда, когда это был 11-12 год, тогда, в принципе, на этот мотоцикл особо тюнинга еще никакого не было. Были единичные какие-то варианты, по-моему, от Дживи фирмы. Ну, стоили, как всегда, безумных денег. И поэтому я обратился к одному человеку. У нас в городе он живет. Василий зовут. Золотые руки. Он уже, наверное, больше 20 лет занимается оргстеклом. Он специализируется не только на изготовлении стекол для мотоциклов, скорее это исключение из правил. В основном он делает какие-то там фонари на машину. Ну, в общем, я вам оставлю в комментариях контакты этого человека. Если вам что-то нужно из оргстекла, я думаю, он вам сможет помочь. Соответственно, тогда, в 2012 году, я обратился к нему, и он изготовил мне взамен оригинального стекла стекло чуть побольше. Взяли мы форму за основу родного стекла, оригинального, и увеличили просто ее в разные стороны, сделали пошире и повыше. Я покатался с ней немного, ну и потом еще к ней нарастил такой выезжающий небольшой козырек. Вы видели во многих путешествиях. Очень удобная тема, когда я еду где-то медленно по городу, по бездорожью, я этот козырек опускаю. Ну а когда я луплю по трассе, я его поднимаю, как раз смотрю через него, очень удобно, он отсекает мне мошки от шлема от моего. У этого стекла, с которым я ездил, надо отдать ему должное, оно отъездило со мной там больше 6 лет, я думаю. Ничего с ним не стало. Правда, уже все затерлось, стало мутное, но это время. Единственное, что мне в нем не нравилось, я сделал его высоким, но довольно-таки узким, особенно кверху оно сужается. И по сути, для того, чтобы спрятаться от встречного потока ветра, мне нужно всегда сидеть прямо. Если я пытаюсь хотя бы чуть-чуть там сместиться, повернуться, или идет какой-то боковой ветер по диагонали дует, то все, мне все, соответственно, задувает в шлем, в меня, в шею. Поэтому, скажем так, я все время за ним прятался. И были идеи сделать, ну, что-то наподобие, только пошире. И вот буквально неделю назад я вам показывал обзор на стекло от Kemimoto, которое мы установили на мотоцикл моего товарища, на Kawasaki ER6N. И вот вместе с этим стеклом я вам там говорил, что можно взять просто стекло, а можно взять еще вот эту вот штуку, которая наращивается сверху и делает дополнительную ветрозащиту для водителя. Плюс ко всему, ну как его, как антикрыло оно называют, плюс ко всему воздух, который под него заходит, он тоже завихряется, закручивается и якобы отталкивает воздух от шлема. Ничего пока по этому поводу вам сказать не могу, потому что вот буквально первые километры, как я отъехал от дома, общаюсь с вами, и сейчас вместе с вами мы поймем вообще, есть ли смысл от этого всего. Ну и, соответственно, вот спустя, сколько, почти 10 лет владения этим мотоциклом, я заказал от Kemimoto вот это стеклышко, и под него, под его форму, под его уже стилистику я изготовил вот это новое свое стекло.
вы видите, что оно стало наверху шире, внизу размер я оставил точно таким, каким я сделал вот 6 лет назад то стекло, с которым все это время отъездил, потому что, ну, снизу у меня нет никаких нареканий, все шикарно, но только раньше вот приблизительно с этой точки у меня стекло шло на сужение и как-то вот сюда выходило, то теперь я его расширил значительно вверху для того, чтобы оно соответствовало ширине вот этого дополнительного козырька. Вначале мы сделали его ровным. Ну, во-первых, оно смотрелось не очень симпатично, такое, напоминало, знаете, шуфельную лопату. Вот. А во-вторых, ну, соответственно, когда я его прикрутил, стало понятно, что руль упирается в стекло. Поэтому мы сделали вот такие боковые вырезы, скажем так, сделали стеклу талию. И при повороте руля до конца теперь у меня туда заходят ручки мои, и, соответственно, стекло мне не мешает. В общем, суть проекта понятна, да? Я захотел еще более лучшую ветрозащиту, скажем так, более широкий диапазон ветрозащиты. Ну и по сути остался тот же функционал, что и раньше. Я могу опускать и поднимать это стекло дополнительное. Вот эту высоту я оставил ту же самую, которая была на том стекле, с которым я все это время ездил. Для того, чтобы когда я еду, повторюсь, там где-то по бездорожью, по пыли, по грязи, стекло грязное или по городу еду медленно, чтобы мне смотреть не через грязное стекло, а смотреть уже поверх стекла. Вот такой вот проект. Значит, по цене проекта сразу могу сказать, изготовление вот самодельного вот этого большого стекла обошлось мне в 3000 рублей. Ну, цена там договорная, она не фиксированная. Я так понимаю, человек берет там от сложности заказа и от там материала, я не знаю, как он считает. Но опять же, повторюсь, в комментариях внизу оставляю его контакт. У него нету никакой социальной страницы, насколько я знаю, но зато есть сотовый телефон, который уже много-много лет работает. Вот. И вот плюс к цене на это стекло, плюс к нему еще цена вот за этот дополнительный ветровик. Ну вот, по сути, это вышло дешевле 5000 рублей. Сейчас в интернете ни одно тюнинговое стекло даже за 5000 рублей, мне кажется, ты не купишь, только может бэушное. Поэтому цена проекта очень и очень экономичная. Ну, соответственно, все это нужно самому собрать, прикрутить, но это не проблема. Конечно, сейчас я вам вот, ну, проехав до работы, я сейчас еду на работу, проехав до работы, тут буквально там 40-50 километров, я, конечно, не смогу сказать там, что вау, типа вот супер, и это лучше всего на свете, потому что, ну, нужно покататься, нужно съездить хотя бы в 1-2 каких-то дальника, попасть с этим стеклом, вот, ну вот, как сейчас я еду, плюс 5 на термометре, плюс 6, попасть в дождь, попасть в ветер, понять, как отсекает оно, и тогда уже дать, конечно, полное заключение по этому стеклу. Ну вот даже сейчас, проехав там 10-15 километров от дома, я точно могу сказать, что оно по отсеканию ветра от моего шлема однозначно не хуже. Я никакого вообще давления сейчас не чувствую на шлем. Я, конечно, сейчас еще разгонюсь посильнее, но даже на 100 километрах было бы уже понятно. И также, плюс ко всему, я уже могу сказать, что по ширине стекла оно однозначно отсекает ветер лучше, потому что раньше я вот в холодную погоду я чувствовал, как мне вот сюда, в шею, сюда и сюда задувает ветер. Мне приходилось вот так вот вжимать голову в плечи для того, чтобы шея не мерзла, или наматывать какую-то там тряпку на шею, чтобы не задувало. Вот. Сейчас этого нету. Сейчас я чувствую, что потоки воздуха от меня отходят. И плюс ко всему у меня сейчас вот это вот дополнительное стекло, оно выставлено где-то вот, ну, на середину, скажем так, своих возможностей. Его можно опустить, я же говорю, до конца вниз, и тогда оно практически вообще не будет выступать. А можно поднять значительно вверх. Ну и попытаться попробовать, какой будет эффект от него. И, соответственно, в течение сезона 2021 года я поэкспериментирую со всеми положениями. Ну и по итогу дам вам заключение. Но можно сказать, даже сейчас, вот я общался с друзьями, у кого стоят вот такие стекла, все довольны, все говорят, что это очень практичная вещь. Меняя высоту и угол наклона этого стекла, ты можешь работать с потоками воздуха. Соответственно, там то ли ты один едешь, то ли ты вдвоем едешь, хотя я в большинстве случаев езжу один. Тем не менее, ты можешь менять аэродинамику, чтобы тебе не задувало там сзади, в затылок, в шею не поддувало, или там твоему второму номеру. Поэтому, друзья, вот такой вот проект. Решил я с вами им поделиться вот так вот с колес. Скажем так,
без особых там спецэффектов и монтажа. Кстати, хотел задать вам вопрос по поводу того, интересны ли вам будут какие-то вот такие, скажем так, подкасты, я не знаю, так их назовем, пока я езжу на работу. Дело в том, что я каждый день езжу на работу из города Кисловодск в города Минводы. Расстояние порядка 40-50 километров. В пути это занимает, ну, порядка там 30-40 минут. И за эти 30-40 минут, в принципе, я могу рассказывать о каких-то там событиях интересных, показывать, кстати, как идет реконструкция дороги. Вы видите, да, вот я все время еду и все время ремонт дороги. Дело в том, что вот эту трассу от Минвод до Кисловодска, ее вот год или два назад взялись серьезно реконструировать. Еще впереди год-два. Будет шикарная четырехполоска. Поэтому готов с вами делиться вот этой информацией, готов делиться своими мыслями и давать какие-то, может быть, такие анонсы того, что вы увидите в ближайшее время на моем канале. Ну и, собственно, если этот формат вам интересен, вы напишите в комментариях, я его продолжу. Из анонсов, которые я могу сказать уже сегодня, я вам обещаю, что в ближайшее время вы на канале увидите очень интересный проект. Я уже, скажем так, на последней стадии его завершения. Проект об этом мотоцикле. Я этот проект назвал топ-кейс, который посередине стоит, да, или центральный кофр. Топ-кейс для интроверта. Такое интересное название влетело в голову, ну, где-то на середине проекта. Очень интересная тема. Повторюсь, я уже его завершаю, поэтому через неделю-две я вам обязательно этот проект покажу. Он неоднозначный, у него есть как и плюсы, так и минусы. Но для себя в этом сезоне я его вижу оптимальным, поэтому решил реализовать. И, конечно же, покажу это вам. Возможно, вам это будет, ну, с точки зрения как информационное, просто полезно. А может быть, кто-то возьмет мой опыт на вооружение и тоже что-то подобное организует себе. Вот такой небольшой анонс. В общем, проехав, вот опять же, порядка там уже 20, наверное, километров, у меня пока нареканий к этому стеклу нету. Я им очень доволен, оно однозначно стало больше воздуха отсекать от моего шлема, от меня, от шеи, потому что, ну, оно наверху, соответственно, стало шире, и дополнительный козырек стал, ну, я не знаю, ну, в 2, может быть, 2,5 раза шире по сравнению с тем, который у меня стоял. Ну что, друзья, специально ради чистоты эксперимента вот разогнал мотоцикл до 150 км в час. Признаюсь, не моя это крейсерская скорость, я езжу в районе там 110-120. Но для чистоты эксперимента разогнался и могу сказать, что, конечно же, уровень ветрозащиты моей серьезно изменился. Моя голова вообще не шевелится, я не чувствую никаких потоков воздуха, ни боковых, ни в шею не поддувает, никуда. И вот если я ставлю руку, вот только где-то здесь я начинаю чувствовать сопротивление воздуха, и где-то здесь, вот. До этого момента вот здесь вообще ничего не дует. И, соответственно, поднимаю руку вверх, вот только здесь, и вот здесь мои пальцы начинают чувствовать ветер. Это говорит о том, что мой шлем сейчас полностью закрыт, шея, шлем, плечи. Даже в плечи я, по сути, сильно давления не чувствую. Поэтому даже на высоких скоростях это стекло работает, ну, просто изумительно. Ну и давайте по итогу, завершая этот обзор, что могу сказать. Стеклом я этим доволен, оно широкое, отсекает воздух больше. Единственный, друзья, минус, который я вот уже сейчас для себя вижу, ну, скажем так, ну, может быть минус, может быть нет. В общем, по сравнению с предыдущим стеклом, тоже самодельным, его я мог регулировать по высоте, ну, не то что не сходя с мотоцикла, а даже на ходу, там, сбросить скорость, покрутить две барашки, поднять вверх или опустить вниз. Это однозначный был плюс. Это стекло я так не смогу, вот это дополнительное, я не смогу с ним так сделать, я не смогу его на ходу сейчас отрегулировать, потому что когда ты выставляешь его положение, там такие барашки есть, ты фиксируешь это положение, фиксируешь вот здесь и фиксируешь вот тут, потому что у него два шарнира, на которых он вращается. Вот. И, соответственно, сейчас в дороге я это сделать не смогу. Ну, мне придется остановиться, да. Не знаю, насколько это большой минус, но в противовес к этому минусу у меня добавился, повторюсь, огромный плюс. Сейчас мне вообще никуда не дует. Вот я еду с вами, разговариваю, повторюсь, на улице вот 6,4 показывает мой бортовой термометр, вот такой электронный. При такой температуре мне сейчас шею не продувает вообще. Поэтому я безумно этой штукой доволен.
Так что, друзья, вот такое нововведение, вот такой интересный проект подошел к завершению очередной. Сезон 21 года я катаюсь с этим стеклом. Ну, по итогу, друзья, как всегда, от себя вам желаю не только покупать вот такие классные, интересные вещи, да, тюнинг для своего мотоцикла, но еще и заказывать или самому изготавливать стекла и все, что можно сделать своими руками, потому что выходит это, ну, в разы и в разы дешевле. А по практичности многие мне говорили о том, что вот ты сейчас сделаешь это самодельное стекло, оно у тебя там треснет, развалится и все остальное. Ну, я вам так скажу, я 6 лет с тем стеклом отъездил, и, ну, трещины на нем какие-то появились, оно затерлось. Но вы меня простите, за 5-6 лет любое стекло там и от любого производителя, что от Touratech, что от Givi, оно точно так же может и треснуть, и затереться, как и это. Поэтому советую покупать, советую экономить, советую делать что-то своими руками, потому что от этого, ну, ты получаешь невероятное удовольствие. С вами, друзья, прощаюсь. Желаю вам всем удачи в сезоне 21 года. Надеюсь, что погода скоро превратится из вот такой вот в нормальную, будет плюс, и я чаще смогу мотаться на работу на мотоцикле. Ну и по традиции, друзья, в сезоне 21 года как можно больше путешествуйте. И всем добра. А я поехал на работу.